Ребят, всем привет! Сегодня выходные, нахожусь у себя в дворе. Настала пора окучивания картошки. И сегодня видео я буду своим помощником. В прошлой серии вы видели, я уже показывал. Мотокультиватором Чемпион 5712. Буду с вами делиться опытом, как я им окучиваю картошку. Вот, выкатил я его из сарая. Но прежде чем мы с вами перенесемся туда, на участок за дома, его нужно переоборудовать. Так, переоборудовать, снять фрезы я хочу и поставить вот такие грунтозацепы. Вот, они небольшие, вот такие маленькие. И окучник. Сейчас в данный момент у меня здесь вот это установлено под нарезание, когда я нарезал борозды. Вот, нам нужно будет поднять на одно деление выше сюда, ну и поставить сюда. Здесь, естественно, снять от отсошки вот этот шплинт и, возможно, транспортные колеса. Ну, это я пока не знаю. Думаю, наверное, снять надо, чтобы, ну, проехать нормально так, заглубить. Можно, конечно, их не снимать, проезжать по два раза, но, блин, долго это. Хочется одним разом все проехать и все. Так, ну что, для начала мы проверим масло. Масло у нас, видите, нормальное. Хватает. Бензин у нас, давайте посмотрим, тоже есть. Почти до красной метки доходит. Но самое главное, ребят, посмотрите, ремни, вы видите, в каком они состоянии. Но все равно они ходят, не поверите. Я специально вот не снимаю, не меняю. Думаю, дотяну я этот сезон. В прошлой серии я показывал, то есть были поменьше повреждений, но все равно я им вспахал практически 3 огорода фрезами. То есть нагрузка хорошая. Вот, и все равно они выдержали. Вот сейчас думаю, хватит ли окучить на 2 огорода вот этих ремней или нет, или все-таки придется менять. Так что вместе с вами это все посмотрим и увидим. И напоминаю, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В комментариях обязательно делитесь опытом. Ну что, погнали, переоборудуем и включимся. Ребят, ну так, порядок, вот как я делюсь опытом, как я переоборудую его, меняю. И все. Вот, смотрите, я его наклоняю, то есть выбиваю шплинт. Вот смотрите, ребят, обратите внимание. Вот если ловишь кирпич этими фрезами, видите, его гнет. Хотя он столистый, нормальный такой, мощный шплинтик. Вот, гнет его. Вот его надо будет кувалдочкой выпрямлять и вот это место оттачивать, чтобы он был ровный. Вот, то есть вытаскиваете шплинт, выбиваете его оттуда одной рукой, снимаете фрезу, вот, и надеваете грунтозацеп. Но сейчас я одной рукой, как бы неудобно мне надо будет вытащить здесь чеку, так, шплинт, и вешаем грунтозацеп. С отверстием совмещаете и вставляете. Видите, насколько он больше, ой, вернее меньше, чем отверстие. Для грунтозацепов это пойдет, но для фрез такие шплинты не пойдут, срежет сразу же. Вот, здесь все. Дальше мы его поднимаем. И уже здесь сейчас мы вынем этот шплинт. И уже на месте там установим окучник. Уровень глубины восстановим. И начнем. Все-таки, ребят, на месте я сейчас выставлю окучник. Вот, и перенесемся с вами туда уже в огород. Хочу с вами поделиться, как я настраиваю окучник. Вот в данный момент у меня выставлено под нарезание. То есть высота. Видите? Ровно с грунтозацепами. Вот, слишком глубоко я его не заглубляю, когда нарезаю, чтобы плодородный слой слишком, ну, туда не углубить. Вот, чтобы она была такая небольшая канавка. И потом разложить картошку. Вот. Ну а для того, чтобы окучить, его надо вниз подать, чтобы он был ниже уровня грунтозацепов. Вот сейчас, видите, один болт открутил, выкрутил, другой выкрутил. Сейчас я приподниму его, и он будет уже ниже. И тем самым он так будет уже заглубляться хорошо и делать отвал земли нормально. Вот. Сейчас время обед. Блин, жарко вообще. Вот, взял такое полотенчико. Сейчас я это сделаю.
быстренько, потому что, блин, одной рукой у меня не получается. И уже пойдем туда. Так, ребят, ну вот еще вкратце. Смотрите, все я сделал, как сказать, все настроил. Подняли на одно деление. Вот, сейчас как стало. Вот, видите, он как бы, ручка у него чуть вверх задрана. Но получается, когда окучник заглубится, то ручки будут прямо параллельно земле. Вот. И будет с ним удобно, нормально идти. Вот. Если меньше, то меньше сделать отверстие, то пятка, вот окучника пятка, она не даст вам. Сейчас, вон видите, туда заходит рука свободно. То есть пятка будет упираться, и толком вы отвал не сделаете. Сейчас, вот, в принципе, так. Вот, как бы не один сезон я всему этому как бы сам обучался, то есть пробовал методом тыка, как говорится. Но вот в итоге я понял, как лучше всего сделать. Вот здесь бы, если, например, колеса оставить, то есть они будут вот здесь. Они, бывает, мешают. То есть, ну, сейчас увидите, то есть колеса грунтозацепа, вернее, буксуют, тем самым рыхлят землю, закидывают, и земля на них остается, как бы они мешают. Лучше их, конечно, убрать. Вот. И уже сам окучник уже делает отвал. Ну все, погнали. Обязательно одели сапожки, это необходимо, потому что по земле, если в калошах или там, я не знаю, в кедах, то будет целой земли. Заводим. Зажигание. Так, краник у нас открыт, заслонка закрыта, и пробуем. Вот что значит, когда все исправно. Заводится с полпендаля. Погнали. Так, ребят, ну вот я у себя на участке. Перенеслись мы на участок. Вот такая у меня картошечка. Земля, видите, какая. То есть не ахти, конечно. Здесь вот вообще вот суглинок. То есть я здесь как бы распахал пару лет. Просто Пашу ее решил посадить. То есть вот, видите, как я нарезал, борозды, как они сделались, и вот как она сейчас растет. Вот сейчас нам надо объехать тут, ну, и так вот по всему участку. Вот, как-то так. Начнем отсюда. Ну, здесь, конечно, здесь сейчас будет плохо получаться. То есть, как получится. Но если здесь потом плохо, я, ну, обычно, если где фиговенько, я пройдусь мотыгой еще. Ну, а там дальше будет нормально. Так что погнали. Так, ребят, сел отдохнуть. Не поверите, 27 градусов. Время 2 часа. Вот. Так что жарко, блин, пипец очень. Ну, пойдемте посмотрим, сколько я сделал и как получилось. Конечно, зависит все от земли. Чем лучше земля, тем лучше будет получаться. Так, ну вот, сколько я проехал. Это я делал минут, наверное, 10, а может быть и меньше. То есть вот так получается. Земля, конечно, суглинистая такая, но навозы я, конечно, каждый год ложу удобрения. Вон у меня еще там в запасе. Здесь была куча. И ну, лучше становится, но не особо. Вот. То есть имейте в виду, у кого чернозем, хорошая, ну, такая плодородистая земля, то борозды будут прям отличнейшие. Ну, а так, я думаю, нормально сойдет. Лучше, чем мотыга. Мотыга никогда не подымешь такие грядки большие. Вот, как-то так. Делаем такие обороты примерно. И погнали. Свелся, ребят, забыл затянуть. Ладно, еще раз проверим.
Вот, ребят, для примера, второй раз мы проходим. То есть окучник, сейчас я протяну, все, второй раз едем. Второй раз он идет вообще без напряга, без ничего. То есть усилий практически никаких не надо. Вот единственное, что здесь на концовке, то есть видите, здесь свекла посажено. Вот, и чтобы сюда перенести, как бы вдвоем можно, чтобы вот такой кучи не образовалось. А то вот видите, получается вот такая кучка. То есть ее приходится вот так разровнять. А если вдвоем, то просто переносите и все на другую бороду. Обороты добавляем и погнали. Конечно, по жесткой земле нужно больше усилий прилагать, намного, чем второй раз. Но я обычно стараюсь всегда с первого раза. Два раза я редкий раз, когда прохожу. Вот, ребят, что получилось первый раз. А вот что выходит, если два раза проезжаешь. Вот, смотрите разницу. Первый и второй. Вот, как-то так. Вот видите, ребят, грунтозацепы буксуют, и тем самым они, как бы сказать, почву рыхлят. И окучник уже по этому рыхленому идет свободно. Конечно, вот, да, здесь нужна помощь второго, чтобы перенести сюда, потому что там овраг, он, блин, падает. Ладно, сейчас проедем. О, докопался. Обороты. И погнали. Так, ребят, ну что, я закончил. Конечно, я вам скажу сразу, что усилия нужно прилагать, как бы сказать, такие более-менее нормальные. Вот видите, какой результат. Но сейчас еще тоже жарко, конечно. Пойдемте посмотрим, что получилось. Ну, я думаю, напрячься 15 минут, чем напрягаться там 2 дня с мотыгой, например, так. Ребят, кстати, ремни, смотрите, хватило на участок. Не знаю, сейчас на второй перееду, хватит, не хватит. Но, блин, держится, надо же думать. Тот сезон весь полностью и этот. Вот, как-то так. Вот смотрите, что получилось. Конечно, если есть желание там у кого-то, но у меня пока нет желания. Мне потому что нужно еще, как говорится, переместиться на второй огород. Вот. Так что по второму разу у меня пока желания нет проходить. Ну а так, если, например, пройти второй раз, будет еще лучше. Можно после дождя, дождь пройдет, чтобы, ну, как бы не утаптывались эти борозды. Еще разочек пройти. Вот колышки, это другой сорт. Мы тут разводим. Да, еще хотел я с вами поделиться. Вот, травы, видите, как бы нету. Вот. То есть, когда посадили картошку,
опрыскивали от сорняков, то есть от травы. Растворили там пакетик на 3 литра и опрыскивали почву. Вот. Ну и опять же, у кого какая почва, ребят, земля. То есть если чернозем, то естественно будет лучше. Вот. Тут земля, конечно, не особо, суглинок. Она как бы, видите, чуть-чуть он виляет. То есть все равно он гуляет. Надо, конечно, усилия прилагать нормальные, вот особенно по жесткой, по суглинку. Вот. Ну а в целом вот так получается. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось. Пишите комментарии. В комментариях делитесь опытом. Делитесь, как вы окучиваете картошку. Как у вас получается. Так, не так. Потому что все по-разному. Кто окучником, кто мотыгой, кто дисками. Все по-разному. А на сегодня все. Всем удачи, ребят. Пока. Увидимся в следующем видео.